Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Мы живем в необычайное время, когда наука о космосе быстро развивается, открывая перед нами множество загадок и тайных горизонтов. Каждый день астрономы делают открытия, которые бросают вызов нашему пониманию Вселенной. Но на фоне этих триумфов неизбежно возникают вопросы. Порой самые интригующие из них касаются экзопланет, таинственных миров, которые могут скрывать жизнь за пределами Земли. В то же время, на расстоянии миллионов и миллиардов световых лет от нас, в галактике, которую ученые назвали галактикой Бесконечность, находятся даже более сложные явления, такие как странные сверхмассивные черные дыры. Человечество долго искало ответ на вопрос, можем ли мы быть не одни в этой бескрайней Вселенной. Не так давно исследование показало, что ученые могут недооценивать размеры экзопланет. Ошибки в оценках, которые делают астрономы, могут существенно повлиять на наши шансы на нахождение внеземной жизни. Когда мы ищем ее, опираемся на земную жизнь как единственный пример. Однако, что если жизнь в других местах обладает совершенно иными характеристиками, о которых мы пока даже не подозреваем? Эти размышления заставляют нас задуматься о необходимых методах поиска, которые могут оказаться недостаточными. Земля – это наш единственный дом в бескрайние космические пространства, и мы привыкли использовать ее условия как шаблон для поиска жизни на других планетах. Однако такая ограниченность весьма проблематична. Мы знаем, что для возникновения и выживания жизни на Земле требуется множество факторов, пересекающихся в нужный момент, что подводит нас к гипотезе редкой Земли. Возможно, подобные условия существуют крайне редко. Это открывает широкие горизонты для дискуссий среди астробиологов и планетологов. Возможно, потенциальные условия для жизни, на которые мы уповаем, даже не имеют аналогов на других планетах. Например, можно ли предположить, что на других мирах жизнь может существовать при условиях, абсолютно отличающихся от земных? Возникает вопрос. Как мы можем настроить свои исследования, чтобы учесть такие сценарии? Размер планеты – один из ключевых факторов для возможности существования жизни. Исследования показывают, что именно планеты, сопоставимые по размеру с Землей, имеют наибольшие шансы на обитание, тогда как мелкие планеты не могут удерживать атмосферу, а крупные могут быть слишком жаркими или холодными. В идеале планеты должны находиться в своей звездной зоне обитаемости, где температура позволяет существовать жидкости на поверхности. Каждый из этих элементов критически важен, и любые ошибки в оценках размеров экзопланет могут фатально снизить шансы на нахождение жизни. Существует несколько методов обнаружения экзопланет, однако наиболее распространенный – транзитный, который основывается на измерении яркости родительской звезды. При этом ошибки в оценках могут возникать по причине загрязнения сигнала фоновыми звездами. Но далеко не всегда ученые могут получить точные измерения, а это усложняет интерпретацию полученных данных. В свою очередь, это порождает необходимость в новых и более продвинутых методах исследования, включая прямую визуализацию экзопланет. Телескоп CES, стремящийся разработать лучшие технологии для поиска экзопланет, сталкивается с проблемами. Его ограниченное угловое разрешение иногда ведет к искажению оценок размеров планет, что в конечном итоге мешает нашей способности определить, существуют ли условия для жизни на этих планетах. Необходимо учитывать больше факторов при анализе данных о экзопланетах, чтобы улучшить наше понимание условий на них. Решения могут заключаться в улучшении программного обеспечения для обработки данных, а также в совместной работе с другими обсерваториями для создания более полной картины о выявленных экзопланетах. Сложность и многообразие условий, необходимых для существования жизни, проясняет, почему научные открытия в этой области вызывают невероятный интерес. Но в дальнейших попытках раскрыть загадки экзопланет ученые вынуждены и далее корректировать свои предположения, что бесконечно забавляет и вдохновляет. Но чем больше мы узнаем, тем больше вопросов у нас возникает, и это делает всю эту историю еще более увлекательной. В середине июля 2025 года мы стали свидетелями самого короткого дня в истории, вызванного ускорением вращения Земли. Эта наблюдательная особенность зафиксирована почти одновременно в нескольких регионах, поднимая вопросы о возможных изменениях в нашей планете.
Эти события поставили ученых перед новыми вопросами о стабильности нашей Земли и возможных изменениях в ее вращении, которые могут быть связаны с внутренними или внешними воздействиями. С каждым новым открытием, от продажи самого большого марсианского метеорита до обнаружения компаньона у звезды Бетельгейзе, космос продолжает удивлять нас своим многообразием. Самый большой марсианский метеорит весом 25 килограммов был продан на аукционе за более чем $5 миллионов, поднимая вопрос о его происхождении и значении для науки. Комета 3I Atlas может стать самой древней кометой, известной человечеству. Если ее возраст действительно превышает 3 миллиарда лет, это открывает перед нами невероятные горизонты в понимании формирования и эволюции нашей Солнечной системы. Что же это значит для нашего понимания взаимодействия между кометами и планетами? Возможно, ее исследование поможет создать более надежные модели формирования системы. Все это время астрономы неустанно ищут 9-ю планету Солнечной системы, но результат пока остается неутешительным. Научные группы, занятые этим поиском, сталкиваются с трудностями. Каждая находка приводит к новой порции исследований и гипотез. Наряду с поисками новой транснептуновой объекта 2023 КК-14, диаметр которого составляет 380 километров, исследуются и альтернативные гипотезы о планете 9. Например, необычные орбиты многих транснептуновых объектов могут указывать на влияние более удаленного объекта, о существовании которого мы даже не догадывались. Объект 2023 КQ-14, названный Манит, открылся при помощи телескопа Субару и был подтвержден телескопом Канада, Франция, Гавайи. Его обнаружение стало важной вехой в исследовании транснептуновых объектов и может активировать новые дискуссии о формировании Солнечной системы. Важно отметить, что данный объект не просто добавляет информацию в картину, но и может стать ключом к пониманию динамики взаимодействий между уже известными объектами в Солнечной системе. Интересно, что орбита нового объекта лишь немного отличается от орбит других синоидов. Компьютерные симуляции показали удивительную стабильность орбиты 2023 QAQ-14 на протяжении последних 4,5 миллиардов лет. Эти открытия могут привести к новому пониманию динамики Солнечной системы и того, как формируются ее структуры. Симуляции и модели, создаваемые учеными, становятся ключевыми инструментами для объяснения поведения объектов на такого рода орбитах. Однако, в то время как мы продолжаем изучать свой дом, новейшие открытия о далеких галактиках очаровывают воображение. Галактика Бесконечность, открытая астрономами, стала объектом невероятного интереса из-за своей уникальной структуры, напоминающей знак бесконечности. Скорее всего, она образовалась в результате слияния двух галактик, и сейчас в ее центре располагаются две сверхмассивные черные дыры, а также третья, находящаяся между ними. Третья черная дыра вызывает множество вопросов о своем происхождении. Возможные гипотезы о ее образовании варьируются от слияния звездных черных дыр до прямого коллапса из вещества. Это открытие не только оспаривает какие-то научные догмы, но и открывает новые горизонты в понимании природы Вселенной. Существуют ли иные черные дыры, которые одновременно формируются в результате таких сложных космических явлений? Мы находимся на пороге новых открытий. Ученые продолжают работу над гипотезами о том, как эта третья черная дыра могла образоваться. Анализ скорости газов вокруг них и исследование их взаимодействий стали основой для новых теорий. Предреченные открытия могут изменить наше представление о формировании черных дыр и их роли в эволюции галактик. Каждый шаг в исследовании новых объектов открывает новые горизонты, а каждый новый вопрос ведет к еще большей глубине познания. Путешествие за пределами известного, которое началось много веков назад, продолжается. Мы все еще находимся на ранней стадии. И с каждым открытием мы начинаем все более осмысленно относиться к тому, что же на самом деле есть космос. Галактики, экзопланеты, черные дыры – все это лишь верхушка айсберга, который завораживает ученых и аматоров галактических загадок. И каждый новый день – это очередная страница в книге о наших бескрайних возможностях и надеждах.